Когда мы слышим слово «праздник», часто представляем себе шумные застолья, подарки и выходной. В исламе праздник — это нечто более глубокое. Это прежде всего день благодарности, духовного обновления, общины и милосердия. Это не просто празднование ради празднования. Это кульминация долгого и важного духовного усилия, после которого мусульманин чувствует очищение и радость, близкую к Богу. Мусульмане живут по лунному календарю, хиджри, поэтому даты праздников каждый год смещаются на несколько дней назад относительно привычного нам солнечного календаря. Это словно напоминание. Главное — не привязка к сезону, а внутреннее содержание. О главных праздников, признаваемых единогласно всеми мусульманами мира, два — Ураза Байрам и Курбан Байрам. Есть и другие значимые дни, о которых мы тоже поговорим. Ураза Байрам, Ид аль-Фитр. Праздник разговения и радость после испытания. Представьте, что вы целый месяц усиленно готовились к важному экзамену, рано вставали, усердно трудились, от многого отказывались. И вот настал день, когда вы сдали его и получили высший балл. Какое облегчение и какая радость! Ураза Байрам — это и есть день сдачи экзамена после месячного поста в Рамадан. Весь месяц Рамадан верующие с рассвета до заката не едят, не пьют, стараются не гневаться, не сквернословить, больше молиться, читать Коран и помогать нуждающимся. Это школа терпения, сострадания и самоконтроля. День начинается с особой праздничной молитвы «Салят аль-Ид». Ее совершают всей общиной, на площадях, в мечетях, в полях. Это зрелище единства. Люди надевают лучшую одежду. Все поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак», что означает «благословенного праздника». Обязательное милосердие — закат аль-Фитр. Перед молитвой каждая семья должна выплатить символическую сумму, обычно стоимость одного обеда, в пользу бедных. Это называется фитр-садака. Зачем? Чтобы в день праздника никто не остался голодным. Богатый и бедный празднуют вместе. Это ключевая мысль. Радость неполноценна, если рядом кто-то страдает. После молитвы — застолье. Но не ради обжорства, а ради благодарности за возможность есть и пить днем. Ходят в гости к родным, дарят подарки, особенно детям, посещают кладбища, чтобы помянуть ушедших. Дети часто получают сладости, новые одежды, деньги. Праздник для них очень светлый и долгожданный. К примеру, в странах Центральной Азии готовят плов, баурсаки, в Турции — рахат-лукум, в арабских странах — изысканные десерты с финиками и орехами. Запахи, улыбки, смех — это атмосфера всеобщего примирения и доброты. Главная мысль Ураза Байрам — это праздник победы духа над привычками, благодарности за данные Богом блага и напоминание о социальной справедливости. Вторым главным праздником у мусульман является Курбан Байрам, Ид аль-Адха. Это праздник жертвоприношения, урок покорности и щедрости. Это самый главный и масштабный праздник, совпадающий с завершением хаджа, паломничества в Мекку. Его суть — в память о величайшем испытании веры пророка Ибрахима, Авраама. Бог велел ему принести в жертву самое дорогое — сына Исмаила. Ибрахим был готов подчиниться, показав абсолютное доверие Богу. В последний момент Бог заменил жертву на барана. Это история не о жестокости, а о безграничной вере и милосердии Бога. Те, кто материально может, режут жертвенное животное — овцу, козу, корову или верблюда. Это не кровавый обряд, а глубокий акт. Часть мяса оставляют для праздничного стола, часть дарят, укрепляя родственные и соседские узы. И самая важная часть отдается нуждающимся. Человек, совершающий жертвоприношение, лично не должен съесть все мясо. Смысл — поделиться, чтобы в дни праздника даже самый бедный человек мог есть мясо. Праздник проходит одновременно с обрядами паломников в Мекке. Те, кто не в паломничестве, как бы духовно объединяются с теми, кто у святынь. Это день всемирной общности мусульман, уммы. Празднуют так же, как и Ураза Байрам. Праздничная молитва, поздравления, лучшая одежда, посещение родных.
но атмосфера более торжественная и философская. Это дни размышлений о покорности Богу, готовности расстаться с чем-то дорогим ради Него и помощи ближним. К примеру, в мусульманских странах праздник длится 3-4 дня. Это официальные выходные. Люди массово едут навестить родителей. В современном мире многие отправляют деньги в специальные фонды, которые закупают скот и распределяют мясо в беднейших регионах мира. Так ритуал приобретает глобальное гуманитарное измерение. Главная мысль Курбан-Байрам — это праздник абсолютной веры, жертвенности и социальной солидарности. Это напоминание о том, что истинная ценность чего-либо проверяется готовностью отдать это ради высшего смысла и блага других. Существуют и другие значимые дни в исламском календаре. Помимо 2 идов, есть дни почитания и памяти, которые многие мусульмане отмечают. Масштаб варьируется в разных культурах. Мавлид ан-Наби — день рождения пророка Мухаммада. Это не канонический праздник, но глубоко почитаемый. В этот день читают стихи о пророке, мавлиды, рассказывают о его жизни, характере и милосердии. Это день любви к нему как к образцу для подражания. В мечетях проходят лекции, а улицы могут украшать фонарями и гирляндами, особенно в Египте и Марокко. Ляйлят аль-Кадр — ночь могущества и предопределения, самая священная ночь года, обычно одна из последних нечетных ночей Рамадана. Мусульмане верят, что в эту ночь началось ниспослание Корана. Это ночь интенсивной молитвы, просьб о прощении и милости. Считается, что поклонение в эту ночь ценнее, чем 1000 месяцев. Люди проводят ее в мечети, itикаф, читая Коран и молясь. Ашура — это особо значимый день для суннитов и шиитов, но с разным наполнением. Для суннитов это день благодарности, связанный со спасением пророка Мусы, Моисея, и его народа от фараона. Рекомендуется пост. В некоторых культурах готовят особую кашу или сладости и раздают соседям. Для шиитов — день глубокого траура и памяти о мученической гибели имама Хусейна, внука пророка, в битве при Кербеле. Проходят скорбные процессии, чтение траурных элегий. Это день напоминания о борьбе с несправедливостью. Каковы же общие черты всех исламских праздников и что их объединяет? Не индивидуализм, а община, умма. Праздник не для того, чтобы сидеть дома. Он для того, чтобы выйти к людям, помолиться вместе, обнять соседа, навестить родителей, порадовать ребенка. Неразрывная связь с милосердием, садака. Ни один праздник не мыслится без обязательной или добровольной помощи тем, кому тяжело. Радость должна быть всеобщей. Благодарность, шукр Богу. Любое веселье начинается с молитвы и осознания источника всех благ. Очищение и новое начало. Праздник всегда следует за духовным усилием, пост паломничества, и знаменует собой внутреннюю победу и обновление. Это дни, когда укрепляются родственные связи, а дети через подарки, угощения и атмосферу учатся любить свою веру и традиции. Исламские праздники — это не просто их традиции, это целая философия жизни, упакованная в яркие запоминающиеся дни. Они учат, что радость заслужена трудом над собой, как в Ураза-Байрам. Истинная вера проверяется готовностью к жертве, как в Курбан-Байрам. А счастье становится полным только тогда, когда ты делишься им. Поэтому, если вы увидите, как ваши соседи-мусульмане поздравляют друг друга, жарят шашлык во дворе или ведут детей в нарядной одежде в мечеть, знайте, за этой внешней атрибутикой скрывается глубокий внутренний мир. Мир благодарности, дисциплины, общины и щедрости. Мир, который заслуживает того, чтобы его понять.